Всем привет еще раз. Честно сказать, то, что произошло в предыдущем видео, для меня было полной неожиданностью, конечно, и немного шоком. Естественно, приятным, хорошим шоком, но тем не менее, сильно неожиданно. Ну, сейчас мозги уже более-менее на место встали, уже очухался. Поэтому, естественно, чтобы как-то, ну, скажу так, первопричина. Во-первых, с этим сайтом я познакомился уже давно, я вам говорил, и вполне допускаю, да и не допускаю, а точно знаю, что в России есть помазки не только такого уровня, но еще и гораздо лучше. Но ни один из этих помазков, к сожалению, еще на видео не засветился. Поэтому, раз уж он у меня в руках, и раз уж я буду снимать о нем обзор, то хотелось бы как можно подробнее вам об этом рассказать и как-то больше дать информации. Сейчас мы с вами находимся на сайте той самой компании ShaveMag, откуда я получил, собственно, сам помазок. То, что его хозяин, вы все можете прочесть его имя сами, Бернд Блос, всерьез занимается своим делом, это очевидно, потому что это все видно. Вот он, тот самый крем, так, про который мне говорил Андрей Карасев. Вот эта фирма Веледа. Тоже хочу ее попробовать. Но кого это также заинтересовало, как меня, хочу показать, где ее проще найти. Все остальные позиции, в принципе, тут везде, ну, скажем так, как везде. Табак, Прораса, Спик. Спик, старая добрая немецкая компания, тоже звезд с неба не хватает, но рабочая лошадка такая, нормальная, там есть своя изюминка, то есть на альпийских водах, то все интересно, можно пробовать. Табак это классика, про табак вы знаете многие, у меня еще он в руки не попал, но как попадет, я вам про него расскажу. А вот что это такое, Хонинг, блин, вот даже не знаю. С этой компанией я, к сожалению, ни разу не сталкивался, хотя интересно, интересно. Но суть не об этом, а по Москве. Почему я всерьез отношусь к этой работе, к этому сайту? Потому что тут у людей вот эти вот все боковые вот эти прибамбасы, они, собственно, сопровождают только по Москве. А на самом-то деле основная часть, для которой создан этот сайт, это вот эта красота. Это именно сами помазки. И люди настолько серьезно к этому относятся, что работают только с первоклассным материалом. Они не ленятся тратить время на то, чтобы его отсортировать, чтобы выбрать самое лучшее, чтобы их помазки, скажем так, были одними из. И это очень приятно, очень приятно. Поэтому вы сами понимаете, как я был заинтригован, когда господин Бернд Блас ответил на мое приглашение и решил прислать образец. Помимо готовых, которые вы здесь сами все увидели, есть еще одна такая фишка, которую я не видел ни на одном сайте. Во-первых, продуктор Advisor, где вам подробно расскажут о том, как они работают, с чем они работают и что они делают для того, чтобы их продукция была наилучшей, чтобы она была конкурентоспособной. Здесь все подробно до соплей разжевано, как все это делается, как все это складывается, как все это калькулируется и из чего, собственно, получаются их помазки, такие, какие мы видим. Вот они все классы, про которые я вам говорил. Помните? Pure Badger, Finest Badger, Silver Trip D01 и D02. Вот они, те самые формы голов. Лампочка, это пропеллер и флет, весло, более плоская такая часть. И последний тут, наверное, это тот самый Two Band, который Бернд прислал мне. Здесь подробно описано, что это за зверь, почему он выделен в отдельную позицию и почему, собственно, они гордятся именно вот этим своим произведением. Когда вы все это прочтете, вы можете спокойно зайти и собрать любой свой набор для бритья. Хотите с опасной бритвой, хотите с кассетником, хотите с обычными станками. То есть это совершенно беспроблемно. А есть и другой конфигуратор, по-нашему конструктор, где вы заходите и можете выбрать ту кисть, которая считаете вам подойдет больше всего. Можете взять и заказать себе отдельно узел. Просто узел. Если у вас, допустим, есть ручка, и вы хотите в эту ручку вставить свою кисть. Если, допустим, перейти поближе к нашим баранам и посмотреть, собственно, а что Бернд прислал. Давайте сначала ручка 173.
потом цвет Blue Marble, потом форма Bulb Shape, это лампочка. У меня To Bend, нажимаем To Bend. Диаметр узла 26 миллиметров, нажали 26 миллиметров, и длина узла 54. Вот они все позиции. 173 Blue Marble, Bulb Shape, 26 миллиметров Silver Trip to D01 to Bend, 54 миллиметра, но лого. Ребят, 189 евро и 10 центов. Фух, ну, без комментариев. Без комментариев. Я снимаю шляпу перед этим человеком. По сути, я для него совершенно незнакомый. И прислать, ну, не дешевый экземпляр куда-то в далекую страну, это определенного рода риск. Раз он сделал это, то Burnt Loss. Хочу сказать еще раз спасибо, и уж точно не подведу и оправдаю ваше доверие. Постараюсь, чтобы вот эта жемчужина показала себя максимально шикарно, максимально кошерно и просто выдала все, что она может. А что тянуть-то? Давайте сейчас и попробуем подбивать и крем, и мыло, и посмотрим, как он, собственно, работает. Без бритья. Просто попробуем, как он в работе. Пошли, ребят, подбиваем. Итак, мы перебрались на наш полигон. Суть всего этого. Мне интересно, как поведет себя помазок вот со всем тем, что вы видите на этих полках. Это все, ребят, пришло с тех ресурсов, как из России, так и из-за рубежа, кто откликнулся на мой призыв показать нашим российским, украинским, белорусским, казахским, всему вот этому вот пространству постсоветскому, кто говорит на русском языке, а какие, собственно, продукты-то бывают и что они себя представляют. Именно поэтому вот это вот все я затеваю, чтобы вы, прежде чем купить, могли посмотреть, а может быть это не ваше, а может быть наоборот, вот это то, что вы искали. Поэтому вот люди что-то присылают. К сожалению, не так много народу пока откликнулось. Это только Шерон, Нани Селисоуп, Gift and Care магазин, молодцы ребята. Шеймак, это отдельный респект, это отдельная уважуха и прям Берну Блоссу респект. Ну и, конечно же, наш ресурс, это опасная бритва РФ. Это наши патриоты, как оказывается. Я мало знал об этом магазине, оказывается, народ-то ого, так на высокую планочку его поставил. Суть. Давайте сейчас с чего-нибудь начнем и попробуем позбивать с этой красоты пену. Я сейчас последний раз вытаскиваю из коробки. От всей души надеюсь, что он туда больше не попадет. И начиная с этого момента это будет просто рабочая лошадка, которая будет дарить радость в данном случае мне. А если кто-то решится в Шеймаке что-то заказать, то и тем людям. Возможно, это послужит еще толчком, вот это испытание, которое мы сейчас проведем. И к следующим обзорам вдруг кто-то из этих ресурсов возьмет и пришлет еще одного барсука. И у нас будет возможность сравнить в работе этого красавца с теми. Итак, напомню, Шеймак, что они предлагают? Они предлагают вам любую из существующих ручек, которые у них есть на сайте, там порядка 10, по-моему, или 15. Материалы, там все предоставлены, тоже их немало, по-моему, под десяток. Диаметр узла они предлагают, ребят, от 18 до 30 миллиметров. Представляете, от фитюлечки до вот такой базуки. И длину кисти они предлагают, если мне память не изменяет, от 34 миллиметров до 70 миллиметров. То есть, по сути, вы там можете взять тот размер, который вы ищете в других магазинах, но найти-то не можете, а там не надо искать. Пришел, ткнул пальцем и заказал. Из чего? Из барсука. Все только отличного барсука, но по всем градациям. Pure Badger, потом, по-моему, Finest Badger и Silver Type Badger. Плюс еще две дополнительные группы, это уже для супер-пупер продвинутых юзеров, кто хочет что-то такое навороченное, как в данном случае этот помазок. Pure Badger, самый темный волос барсука. Fine Badger, это уже пошло
скажем так, с белыми овершиями, но там все-таки темного еще много. И Silver Type, это с белыми оконечностями, вот такие вот белые кисточки. Но, ребят, я в мире барсука такой же новичок, как и вы. Я со вчерашнего дня начал понимать, что в бритье я еще мало что соображаю, потому что как только ко мне попал в руки маленький помазок и агрессивный рез, я растерялся и искал ответ вместе с вами. Да, я его нашел, но изначально-то я его не знал. И то же самое здесь, с барсуками. У меня был барсук, я уже говорил, я ему отдал, он мне не зашел своей мягкостью. Это был Finest барсук. Здесь же Silver Type. И тут я буду проходить всю эту школу вместе с вами, потому что это мой первый барсук Silver Type. И я буду учиться точно так же, как и вы. Гуру, продвинутые парни, у кого уже есть какой-то опыт, какие-то знания. Ребят, добро пожаловать в тему, в комментарии. Оставляйте свои отзывы, говорите, подсказывайте, потому что это мне будет важно точно так же, как и тем людям, кто будет смотреть и читать комментарии под видео. Поэтому, собственно, все сначала. Все, что я знаю о барсуке, я скажу, но не более того, все остальное будем учиться вместе. Что еще я, кроме этих классов, знаю о барсуке? То, что это очень-очень-очень крепкий материал. То, что он очень хорошо впитывает влагу и держит ее много. Да, собственно, еще то, что весь барсук родом из Китая. В Китае его все компании, европейские, американские, английские, заказывают, он поступает к ним, и там уже начинается обработка. То, что в барсуке важно, какой волос пришел, стриженный или дерганый, это тоже важно. То, что в барсуке еще важно, это, ну, помимо самой обработки и стриженный, с какого участка на барсуке, собственно, он взят. Я знаю, что где-то вокруг головы, на шее, это самые-самые-самые такие продвинутые волоски. Ближе к хребту, там где темное, для Pure Badger, они такие помощнее, потолще. Поэтому вот, еще одно знаю. Совершенно по барабану, Pure Badger, Finest Badger или Silver Type Badger, все это барсук. Я клоню к тому, что Pure Badger и Silver Type это не значит, что плохой и хороший. Это просто разные типы. Есть, если вам понравился Pure Badger, так это ваш барсук и есть. Вы можете взять Silver Type, а он вам просто элементарно не зайдет. То есть вот это не значит плохой, хороший, это просто разные классы. Другое дело то, что, конечно, Pure Badger будет дешевле, чем Silver Type, но тут цена не играет в сторону качества или какого-то удовольствия. Нет. Просто Silver Type берется в разных участках животного, в таких, где волос мало, и естественно он будет дороже. А Pure Badger берется там, где волос больше, ну, поэтому чуточку дешевле. Не намного, но да, дешевле. Это еще... Да, все, наверное, ребят. Все, больше ничего не знаю. Хорош трындычать, начинаем испытание. Сейчас я переведу камеру и начнем первую сбивалку. Сейчас нам совершенно не важно, чтобы пена была теплая или еще какая-то. Нам нужно ее просто элементарно взбить. Поэтому мы, конечно же, замочим помазок. Ребят, первый раз его мочу вместе с вами. В отличие от барсука, это еще что я знаю, в отличие от кабана, это еще что я знаю про барсука, его долго замачивать не надо. Не, ну вы сами видели, воды-то прилично собрал. Так, чтобы до узла не доставало, давайте я отолью маленечко. Так, и давайте, наверное, с моего любимого на сегодня начнем, нанес или соуп. Посмотрим, что покажет. Все, хватит. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 секунд хватит, помазок здоровый. Надеюсь, что хватит. С Богом. Да, помазок для этой чаши. Он здесь не теряется. Он не чувствуется потерянным. Парни, а как бы все.
Нет, вижу еще пузырьки. Давайте еще маленечко. Пена собирает изрядно. Это при всем при том, помните, как я с него вытрясал влагу? В нем воды практически не было. Смотрите, что творится. Ну да, конечно, это мыло от Нанис, от Шерон, но это офигительное безе. Крепкая. Смотрите, насколько крепкая. Так, с Нанис разобрались. Сейчас я быстренько смену произведу. Естественно, сполоснем помазок, чтобы излишнее из него убрать. Следующим я бы хотел продолжить от Giffen Care Ле. К сожалению, нет чаши, поэтому будем взбивать в моей. Ух, парни, про запахи и прочее, это я вам потом расскажу. Давайте сейчас акцентируемся на помазке и на пене. 14, 15. Хо-хо-хо. Видели что? Взрыв. Взрыв пены. Ну, парни, достойно, достойно. Тут у меня, блин, аж мурашки пошли. Тут бессмысленно замерять время, потому что оно будет градуироваться 20-40 секундами. Это на самом деле бомба. Это на самом деле не помазок, а генератор пены. Смотрите, что. И усы, и все на свете. Вот она, на одном пальце. Если еще секунд 10 дозбивать, я думаю, она стала бы еще плотнее. Отлично, отлично, мне нравится. Так, убираем. Уверен, парни, это нас еще удивит. Уж как-то резво так все началось. Ребят, мюлле, то самое мюлле, которое пришло ко мне без чашечки. Сейчас чашечка вот она пришла, это от опасной бритвы РФ. Запах — это отдельная тема, это можно песни слагать. Нас сейчас интересует только пена. Ребят, пеной пуляет прям на заглядение. Такой запах стоит по ванной сейчас в комнате. Да. На голодный желудок не советую работать с этим мылом. Это такой фруктовый рай, что хочется его откусить. Ребят, без комментариев. Вот смотрите, вот это навершие, что я снял. Вот. А теперь посмотрим, что в помазке. Та-дам! Еще осталось. Это что-то. Это что-то. Давайте попробуем крем взбить. Посмотрим, что с кремом. Крем латоха от Giffen Care.
это отдельный разговор про этот крем. Но нас сейчас интересует только пена. Давайте возьмем немного. Это получается 1,5 сантиметра. Логичнее было бы, наверное, сразу на помазок выдавить, но тем не менее. 1,5 сантиметра много, ребят, для этого помазка. Он сейчас выдает пены больше, чем когда мы загружали помазок с мыла 15 секунд. Реально много. Для этого помазка, этого крема, ну, я бы уменьшил на треть. То есть сантиметр, возможно, меньше. Из чашки еще не все вытащил, там всего навалом. Смотрите. Это без выдавливания помазка. А теперь давайте я из него заберу. Еще столько же. А чего, собственно? Крепкая кошерная пена. Смотрите, как кончик трясется. Зачет. А теперь, наверное, давайте-ка посмотрим, что у нас от Giffen Care с мылом. А мыло Cream After Shaving Cateria Columbia Caterada, по-моему. О-ля-ля. Это мягкое мыло. Ну, как тут градуировать? Я вот, честно сказать, не знаю. Я с таким ни разу не работал. Ну, давайте. Вот еще стряхну маленько. Ну, давайте вот столько возьмем. Ну, что-то вот у меня такая подозра, что это мы много взяли. Ну, ладно, пускай будет столько. С условием, что мы практически всю воду вытрясли. Да нет, немного, нормально. Нет, все-таки, пожалуй, много, наверное. Ну, тут уже нельзя по моткам больше махать. Тут уже все. Вот оно, безе. Вот она, мороженка. Крем. Это вот так, если легонько, вот он. А теперь выдавим. Парни, наверное, нет смысла продолжать дальше, потому что все работает. Ну, пошли наверх. Парни, как эта замечательная штука будет работать с кожей, наносить пену, это мы еще с вами узнаем. По факту всего того, что мы сегодня с вами вместе увидели, я могу сказать об этом помазке следующее. В этой квартире, в моем хозяйстве, у него нет конкурентов по объему удержания воды. Воды он удерживает больше всех тех помазков, которые у меня были на сегодняшний день. Вы их все прекрасно знаете, кто смотрел мои видео. По качеству взбивания пены он чемпион в этой квартире. Лучше помазка от Shave Mac на сегодняшний день D2 у меня не было. По качеству взбивания пены. Тут я не скажу, что он чем-то превосходит всех остальных, потому что взять, допустим, помазок тот же Wolfix или Simosh и маленечко поработать, тоже получаем хорошее качество, хорошую замечательную пену. Но он делает это быстрее, намного быстрее. Я не засекал специальное время, но интуитивно, вот так вот на подсознательном уровне, пока мы с вами работали, это можно отмотать будет потом по видео посмотреть. Больше чем 20-30 секунд, максимум 40, да нет, 40 много. Я пену не взбивал. И что мы с вами получали? Мы получали гору хорошей, качественной пены. Вот из всех этих продуктов. Продукты сами по себе все достойные, все хорошие.
Парни, я могу сказать, что на сегодняшний день в моем царстве это не коронованный король Помосков. И он смещает на законных основаниях Волфикс 404. Понятно, что категории неравные. Понятно, что 190 евро или 180, сколько он там, и 13 евро, это все-таки разные весовые. Но мы сейчас говорим не о стоимости, мы говорим о качестве работы помазка, о том, вернее, по всем тем критериям, которые мы с вами только что перечислили, я с вами перечислил. Поэтому все. Все, вот он король. Что будет дальше, я не знаю. Возможно, будут помазки круче этого, или лучше, или хуже, не знаю. Но вот на сегодняшний день это в моем мире best of the best. Когда появятся другие, поговорим о других, пока говорить не о чем. Это самое лучшее, что держал в руках. И я искренне, от всей души, от всего сердца хочу сказать спасибо Берну Блоссу за то, что он мне дал возможность подержать в руках такую замечательную игрушку, показать ее вам, ну и в будущем, конечно же, поработать с ней. Могу ли я рекомендовать этот помазок кому-то, кроме самого себя любимого, ребят? Глупый вопрос, конечно, могу. Это все, что останавливает, я думаю, десятки, сотни мужиков, таких как я и других тоже, от покупки вот подобных вещей. Если бы не Берн Блосс, да может быть я еще и год, и два бы собирался, может быть когда-нибудь, может быть не такой там подешевле. Сами знаете, внутри-то червячок грызет, не надо, нафиг он тебе нужен, это роскошь, на. Но вот судьба распорядилась так, что он у меня в руках, не жалею. Тем более не жалею, что сами понимаете, он мне достался бесплатно, но... Блин, парни, ну какой же это кайф держать его в руках. Не могу сказать, что он стоит этих денег, что парни, да стоит, платите 180, потому что я не платил этих денег, сами понимаете. Но блин, тот, кто заплатит, я думаю, точно он будет пищать от восторга. Это бомба. Это бомба. Тем более, что магазин может вам этих бомбочек настрогать по вашему размеру. Это 26-е, представляете, что будет, допустим, если взять с 30-м узлом и 60-65 мм в длину. Да он этого переплюнет на раз-два. На любителя, там двумя махами сразу всю харю закроете. Да, и скатл нужен такой, как мама не горюй. Да. Но есть люди, вот один из них, это мой земляк Серега, он живет в городе Омске. Он себе взял помазок 30-й, и он счастлив, и он пищит от восторга. Ему такое нравится. Ребят, на этом разрешите закончить. Первое знакомство с помазком от компании Shave-Mag считаю закрытым. Собственно, посмотрели мы его достаточно. В следующий раз мы с ним встретимся уже во время бритья, а для этого мне нужно хотя бы маленечко обрасти. Густой он, душистый, замечательной пены. Счастья вашему дому, берегите себя, своих близких, любите их и погулять хорошо на 9 мая. Все, пока-пока. С вами был я. Пока. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Все, парни, давайте, до встречи. До новых встреч. Счастливо. Нет, стоп, брат, куда? Все. Ты сейчас на другую подставочку, а здесь вот этот красотуля. Надо тебе имя придумать. Бернт по имени производителя хозяина. Ну, как-то тривиально. Ребят, давайте имя придумаем. Что-нибудь такое. Пускай у него будет имя. Ну, по вашему желанию, конечно. Если что-то придумаете, пишите в комментариях. Все, пока.